Напоминаю, что сегодня мы будем гонять Motorola S50 Neo 5G. По-другому он называется G, сейчас покажу, 85. Насколько он хорош, G85 5G. Насколько его хватает, в нули его я разряжать не буду. Почему? Потому что, мягко скажем, это будет мучение. Сейчас вы увидите почему. Он малоэнергоемкий. То есть ест он мало заряда, потому что у него процессор, мягко скажем, никакой. Почему, вы увидите сейчас в ролике. Пока мы с вами будем обсуждать, не забываем подписаться на канал с колоколом, не забываем, что подобные прожарки – это моя инициатива. Я надеюсь, что вы ее поддержите и вам будет интересно, чтобы я гонял все смартфоны подобным образом. Тем более, мне кажется, что более топорного теста не придумаешь, чем просто брать его и гонять в онлайне, правильно? Одно дело разговора, а другое дело реальные цифры. 789 люксов яркость и пошли 3 прогона в Antutu. Нет, это тот, который довольно крупненький. Вот, сейчас я вам покажу по размерам. Ширина 7,73 миллиметра. Я думаю, вы видите. Толщина с камерами 10 миллиметров технически. Ну, меньше 9. Ой, меньше 10 чуть-чуть. 7,9 миллиметра без блока камер. И высота 162 миллиметра. Хорошо, что он у нас не с не Type-C-шником. Хорошо, что без капли. И напоминаю, что стоил он примерно 17 с копейками. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Не забудьте написать, чтобы я продолжал данные стримы, потому что специфическая штука. Я понимаю, что либо вам зайдет, либо не зайдет. Если не зайдет, то продолжать этот банкет смысла я не вижу. Вот, Motorola специфические вещи, но вот это конкретно просто довольно выгодно торговалось на распродаже, поэтому я ее и купил. Даша, привет, Квикли, привет, Александр, Рамзес, Илья, Валу. Да, я не планировал стрим, завтра планирую стрим на новые айфоны, сразу предупреждаю, что на основном канале и, скорее всего, на все сразу яблоки. То есть и на iPhone 15, и на 16, 16 Pro и 16 Pro Max сразу. И таким образом, может быть, нагоним сюда народу для того, чтобы людей заинтересовать, и чтобы они поняли, что это такое. В принципе, прожарки. Может быть, это дело не зайдет, но посмотрим, как говорится, правильно? Тем более, линейка будет практически вся, на какие-то вопросы сможем ответить. Света, привет. Нет, кстати, смарт довольно популярный с той точки зрения, что он недорогой. Нет, это 6,7, которая. И на него даже 12 страниц на этом есть, на FOPDA, что неудивительно. То есть это как раз не особо компактный смартфон, но он тонкий, маленький и вполне возможно кому-то может и зайти. Так, пока мы с вами его гоняем, в ноль я его гонять не планирую. То есть планирую чуть-чуть его погонять для вас. И потому что завтра мне надо с утра будет забирать яблоки для того, чтобы их чуть-чуть подготовить, обозначить стрим. И потом мы стрим проведем. И дальше уже я буду пилить на них обзор. 5 секунд сейчас включу питание к камерам, чтобы у нас не отвалилось ничего. Хотя, возможно, они не подключатся. Если что, у меня аккумуляторы есть. Аккумуляторы надо будет к завтрашнему дню подзарядить. Нол, добрый вечер. Илья, привет. Свежие яблоки червивые. Они мало чем отличаются. Единственное, цветом. И это хорошо, когда цветом что-то отличается, правильно? Не забудьте подписаться, если кто-то смотрит первый раз и вы смотрите в записи. Напишите, чтобы я это дело продолжал. Все, кто зашли, не забудьте поставить палец вверх, лайк, и тогда это дело будет продолжаться. Сегодня, допустим, не супер интересные смартфоны. Завтра будут какие-нибудь там OnePlus новые. Ace 3
Pro мне так и не послали, хотя я его купил. Говорю, Pixel 9 потерялся, S3 Pro не послали, GT6 2 уже один SDEC не послал, второй вроде бы тоже потерял, тоже SDEC решил по России послать. Но какая-то вот с точки зрения именно количества смартфонов и почему их меньше на канале, это просто какая-то карма, не знаю. Я их суммарно 17 штук уже купил вот за последние 3 недели. И все они где-то. То есть все они либо потерялись, либо встали, либо, ну, как в SDEC понадобился паспорт на аккумулятор. Это просто жесть. Валу, да, я золотой купил, конечно же. И 15 Pro, и 16 Pro, и 16 Pro Max будет золотой, и зеленый будет 16. Вот. Что мы будем делать на стриме, я понятия не имею, но стрим будет завтра на основном канале со всеми 3 смартами. Есть ли целесообразность, я считаю, есть. То есть прогоним их в Antutu, установим игрушки, прогоним их в игрушках и посмотрим, как они могут себя вообще вести в обычных условиях обстановки, что в них вообще поменялось. Но, опять же, основная идея будет показать температурный режим и как быстро они будут разряжаться, если, допустим, будет также сбрасывать до 200 люксов яркость каждый смартфон, то зачем они нужны, правильно? То есть, я напоминаю, 15 Pro Max не игровой вообще оказался. У кого как день прошел. И да, я, как всегда, не предупредил о стриме, я это уже понял. Ну, потому что я был не уверен в том, что я его буду проводить, но... В общем, сегодня полегче мне стало, и я его провел. По поводу смартфона провожу сейчас. Особенность в том, что здесь гуглы, разумеется, есть. 5G, разумеется, есть, которые не всем нужны. 33 ватта зарядки. На коробке написано S50 Neo, а в программе написано G85, по-моему. Даже не в программе, а в самой оболочке. Если говорить про бенды, вроде бы они все. Русский язык, разумеется, на борту. У 4G есть 7, 20. А нет, не все. 3, 7 есть бенд, 20 нету. Вот. Размер почему-то указан 161 миллиметр высотой. Ну да, он так и есть. То есть смарт небольшой, но с другой стороны, если говорить про компакты, это не компакт. То есть это обычный, как Poco F3 смартфон. Сейчас я вам покажу. То есть вот Poco F3, вот он. Ctrl-C, Ctrl-V по размерам. То есть обычный смарт. Я почему-то думал, что компакт, но он тонкий. То есть можно считать, что он компактный за счет именно суммарных габаритов. Вот. Но у Motorola черт ногу сломит, что они за смартфон выгружают. Жареные яблочки обязательно буду. Да, еще и на основном канале. Олег Олегович, привет. Валенс. Игорь, нет, конечно, не популярна. Motorola, как и ZTE, никому, не особо кому-то нужна. Напишите, кто приобретает Motorola для себя в России. Так же, как Meizu, так же, как Huawei последние. Ну, может быть, кто-то и покупает, но на английском, но как и везде. И на русском, как вы слышите. Видите, я разговариваю сейчас на русском. Нет? Вы же меня понимаете? Сегодня, кстати, посмотрите, обзор вышел у меня на умные часы Black Shark Watch X. И они вообще молодцы, что за 5000 рублей запихали туда столько всего. По мне, плюс огромный им в карму. Огромнейший. Этот смартфон вообще непонятно для кого. Даже учитывая, что он стоит копейки, довольно специфическая эта тема, мягко скажем.
Asus 11 Ultra я не вижу смысла вообще его брать. За 60 или не за 60. Почему? Потому что за 60 штук ты можешь Xiaomi 14 купить, можешь купить S24, можешь купить iPhone 15, пусть и с 60 герцами, можешь купить OnePlus 12, вообще очень много всего можешь купить. Нол, ты что, гуглом не умеешь пользоваться? Что это за стёб? Нол решил, или это генерированный аккаунт для кого-то там? Когда-то знатные мобилы были в школе, много ходили с E1. Google поблочит, и будем все на Huawei сидеть. Илья, вы ж в курсе, да, что Huawei на андроиде, так что не будете вы сидеть на гуглах. Если Android заблочит, Huawei российские все умрут тоже. Вы будете сидеть на них, на чем? На таких же кирпичах? Как меня все время умиляет это. Вы же понимаете, что они форсят эту тему? Huawei-овцы. То есть это обман. У них смартфоны на андроидах 12 версии. Если они, по-вашему, как-то по-другому заблочатся, если андроиды заблочатся, вы ошибаетесь. Если андроиды блокнут, их блокнут и Huawei тоже. А после этого, если вы думаете, что Huawei такие, вот на нашей операционной системе берите смартфоны, вы уверены, что там нету тоже ничего от андроида, и уверены, что они так и будут? И никакие санкции их, конечно, не напрягут. Как с процессорами, которые они ставят по технологии 2018 года. Как я устал от этих продавцов. Вы сами от себя не устали, хуавейвцы? Вообще никак не продать, даже на вес уже. Нол, мне все равно, пусть платит. Мне кажется, не туда пришли по поводу этих всех новостей. Мне абсолютно все равно, кто что платит. Я тестирую девайсы. Илья Медведков. Плохая попытка. У меня Motorola кнопочных не было. Я помню, что, по-моему, мото раскладушки были Т100, нет? Не у мото это было? Еще я в школе учился в 11 классе. Это было 25 лет назад. Мото Т100. Да. По-моему, они. Сейчас 5 секунд. Я вас даже... Все-таки память старая, но не полностью убитая. Нет, это поновее. GPT не знает. GPT не в курсе. Так, по графическому процессору все очень плохо. Пошел второй прогон. Если что, у нас 4% он всего съел. То есть можно до упора его просто ушатывать, и с ним ничего не будет. Илья, странно, что ты не знаешь, что Huawei на андроидах. Ну, то есть ты просто говоришь, что как только заблочат андроиды, Huawei, мы будем ходить на Huawei. Как ты будешь ходить на Huawei, если они тоже на андроидах, просто 12 версии? Также можно предположить, что ты старые андроиды купишь какие-то, и все. Это просто их любимая мантра, что у ВК... Я сегодня только прикалывался, выкладывал у себя в личной телеге статистику YouTube. Вы понимаете, что на ВК вы видите не просмотры, а показы. Если бы у меня была статистика в YouTube, как в ВК, то у меня бы было 20 миллионов просмотров. Хотя это у них показы. Вы понимаете? То есть у YouTube 1,8 миллиона просмотров на основном канале при 20 миллионов показов. Вот ВК показывает показы. То есть у всех свои виды разводилова. Рашид, привет. Валу, привет. Кому принадлежит Motorola, можно сейчас узнать. По-моему, да.
По-моему, да, по-моему, вы правы, уже давно. На две отдельные компании, Motorola Solution и Motorola Mobility. Угу. С 2014 года Motorola Mobility принадлежит Lenovo. А вот Motorola Solution телекоммуникации делает. Она отдельно, не связанная с Lenovo. Вообще никак. Такая вот матрица. Короче, Нол, вы ушли в бан, потому что очень много глупых вопросов. По поводу сайтов сравнений, проблема основная в том, даже форума, в том, что когда у тебя железка на руках, и ты пытаешься, такой смотришь характеристики и железку, и ты понимаешь, что там сидят такие же люди, которые просто перебили информацию не всегда корректно. И это, ну, мягко сказать, проблема для техноблогера. То есть я HW Info с самого телефона и Антуту не особо всегда доверяю, не говоря уже об этих прогах. Гуглы в РФ. Или опять сову на глобус натянуть пытаются в новостях. Ну, забанят. Илья, они пишут про гуглы в РФ, потому что они не знают, как сломать интернет, не сломав его. И не знают уже, как освоить 60 миллиардов. По-другому никак. Как ты в плане Google в РФ? То есть все Google сервисы, ну пусть. Ну, я говорю, это просто сделать чебурнет, только вот рубильником, если им хочется. Они же убили уже продажи, я еще раз повторяюсь. Я считаю, что это вредительство экономики. Я не знаю, может быть, оно какое-то имеет логику в плане сокращения экономики, потому что чем, ну, вот тот же YouTube. Чем меньше YouTube, тем меньше рекламы. Чем меньше рекламы, тем меньше продаж. Чем меньше продаж, тем лучше для, ну, для, наверное, не России, потому что в России, допустим, чем больше товаров продается, тем больше ВВП, правильно? То же самое говорить о налогах. Если, допустим, позавчера весь AdSense, то есть налоги, которые платили за рекламу на YouTube блогерам, кто-то, они выводились в Россию, теперь они выводятся куда-то в другое место. И с налогов с это, соответственно, не платится России. Ну, потому что они уже, ну, на AdSense кошельков иностранцев выводятся. И ты куда ни посмотришь такой, здесь одно закрыли, убили малый бизнес. Здесь другое закрыли. Это уже средний бизнес. Он прям реально уже пострадал, потому что если посмотреть продажи маркетплейсов, они просели капитально. Смогут закрыть полностью YouTube? Ну, закроют. Потом еще закроют так интернет, чтобы у тебя на телефонах не прогружалось Озон, Wildberries и все остальное, чтобы у них уменьшился оборот. Я не знаю, может какой-то в этом есть план. На данный момент я вижу, что все делают для того, чтобы ну, в государстве было меньше денег от налогов. Ну, чтобы налогов было меньше, бизнеса меньше, наверное, есть в этом какой-то смысл. Наверное. Я очень далек от этого. Я вижу то, что я вижу, и опять же, в моем вот таком маленьком мирке. Я вижу, что ВК шакалит видео. То есть я как блогер не вижу смысла туда выгружать обзоры на смартфоны, потому что примеров видео там ноль. Ну, то есть шлак. Мне сегодня только две компании писала, притом абсолютно не относящиеся к ВК, притом раньше мне ВК писала, и притом Дзен писал, они же друг на друга переводят, ну, это одна и та же, я так понимаю, компания. И, ну, потому что, типа, иди с Дзена, а потом иди на ВК, а мы вообще одному месту принадлежим, а зачем тогда вам переливать блогеров туда-сюда? И со мной согласились, да, что ты включаешь в ВК видос на телеке и видео шакальное. То есть ты на телевизоре не можешь потреблять контент, который можешь потреблять с YouTube. Я выгружаю обзор на смартфон, допустим, на YouTube с примерами видео, и на телефоне с ВК норм, на планшете еще маленьком норм, на телевизор шлак. То есть они реально ухудшают качество до такой степени, что это несмотрибельно. Кто от этого выигрывает? Ну, ВК, может, и выигрывает, если у них серверов еще добавилось каким-то магическим образом. Покажет время. Для того, чтобы показало полностью время, они должны полностью очебуретить интернет, чтобы можно было ни без DPI, ни с VPN, ни с чего зайти на YouTube, никак. И был такой вот один глобальный российский интранет. Убьет ли это? В чем смысл? Я не знаю. Как бы это им виднее. С моей позиции пока они сделали так, что теперь у нескольких десятков миллионов человек есть DPI и есть VPN. Все. Потому что моя стата не просела.
То есть статистика просмотра моего канала такая же, просто поменялся перечень стран. Что это значит? Правильно, те, кто интересовались новостями, один черт его смотрит. Только теми способами, которые делают дырки в интернете в российском. Кому-то это было надо. То есть кому-то захотелось, чтобы сразу много миллионов человек купило VPN платных, очень много, залезла в DPI, разобралась, что такое Tor, разобралась, что такое собственные сервера, и вообще вот освоила все эти темы с обходом блокировки, которая сделала российский интернет дырявым. И все эти а-ля DOS-атаки, это же не шутки, и они сами это сделали. Для чего? Ну, есть смысл. Для того, чтобы 60 миллиардов было куда потратить на средства ТСПУ. 60 миллиардов, прикиньте, сколько это денег. Я говорю, я очень часто рассуждаю по поводу того, что, ну, значит, вот зато средства ТСПУ прокачаются. Потому что тоже деньги-то большие. Есть смысл. Размер экрана у него 6,7 дюйма. То есть абсолютно... Ну, это копия по KF3 по габаритам, но тоньше. Дима, у них нет выбора. Либо они окирпичат просто российский интернет, либо они сделают как в Китае, чтобы у тебя можно было с мобильного интернета спокойно смотреть YouTube, а со всего остального интернета ты его вообще не мог никак смотреть. То есть какая-то должна быть... как сформулировать? Они нечем его заменять. То есть и незачем его заменять. Но единственное, да, нагнать как бы платформам ВК, Рутюбу и всем остальным пользователей, чтобы крутить там рекламу и получать доход. Ну и плюс получить 60 миллиардов на что-то там. Ну, то есть, как ты еще сформируешь потребность в 60 миллиардах? Нам надо блокировать YouTube, надо 60 миллиардов. Миллиардов. Ну, это прям очень много. Вы цифру представляете? 60 миллиардов. Сколько можно всего полезного купить на 60 миллиардов, не миллионов. Вот. Ну и как бы борьба с YouTube это такая важное дело. Для того, чтобы эти деньги как раз попросить, и их дали. Без YouTube на что тебе дадут? На то, чтобы ты какой-нибудь там новостной сайт заблокировал? Ну, его блокируют как нечего, правильно? У Asus лучшие микрофоны. Плюс есть мини-джек и яркий экран. Дмитрий Сигун, если вы решили для себя уже, что для вас Asus лучше, зачем вы у меня спрашиваете? Я вам ответил свое мнение. Я бы Asus точно не купил. Вы хотите в меня продавить, что я бы вам сказал, нет, там микрофоны лучше. Это ваше субъективное мнение. Мое субъективное мнение другое, но основанное на другом опыте. Правильно? Борьба с бюджетом. Осваивание. Осваивание. Это знаете, как... Так, это я, наверное, не могу рассказывать. В общем, короче, я много вещей, к сожалению, вам не могу рассказывать, но уровень именно даже вот в среде вот этой вот Ютьюба, коррупции, вот именно с точки зрения там закупки рекламы, у меня же есть реклама, ну, прям тысячи из тысячи, просто, ну, просто вот сливают бюджеты для того, чтобы слить, чтобы у них был откат. И, ну, да, чаще всего это касается именно каких-то таких организаций, которые косвенно связаны. Ну, говорю, для этого нужно быть суицидником, чтобы осуждаю себя же. То есть иметь склонность к саморазрушению, чтобы рассказывать о таких вещах. Но если ты прикасаешься к YouTube на том же уровне, как и я, допустим, или тем более выше, ты видишь все вот это, и ты такой, да ладно. Вот. И все равно закупают рекламу под YouTube. Организации все. Почему-то не на ВК, не на Рутюб, там же десятки миллионов туда ушли, там просмотры на Ютьюбе упали, и все равно все пишут, а можно рекламу на Ютьюбе? Ее через VPN смотрят, и он уже полулегальный, вы чего? А видите, как это работает? И не только коммерческие организации почему-то пытаются... Такой сюр. Коммерческие организации, понятно, почему на Ютьюбе пытаются купить рекламу, но не коммерческие. И это не в плане незаконное, вы понимаете, да, антипод некоммерческих. Ливан, бабки отмывают, как иносказательно. То есть ты просто сталкиваешься с теми организациями, про которые бы никогда не подумал, но, в общем, зря не подумал. Да, я говорю, а для этого не обязательно быть ютубером, чтобы примерно прикинуть всю глубину глубин. Еще раз повторяю, 60 миллиардов. 60, мать его, за ногу миллиардов. Не на школу там, не на полицию,
на нашу родную, ни на дороги, ни на самолеты, на на блокировку Ютьюба. 60. Да отпили этот, блин, кабель интернета вообще нафиг. Сделай интернет на 60. Интранет в стране на 60 миллиардов. Можно сделать свой собственный интернет. Миллиардов. Ну, это ж прям очень много для... Короче, можно какую-нибудь компанию купить, чтобы она тебе создала собственный интернет. А тот просто бензопилой. Ну, в общем, я говорю, те, кто примерно цифры представляет, это очень много, кратко. Народу пофиг. Борьба с YouTube лучше бы 60 миллиардов бы дали. Они бы все заблокировали бы. Вообще все. Все, что не касается... Все, что надо, они бы заблокировали. Даже за 10% этих денег они бы заблокировали все. Но... МСК СКОК 3. Спасибо большое. Я нелюбимый, я просто единственный, кому не лень. Но я говорю, у меня деморализация, потому что когда ты покупаешь столько смартов, столько Realme, вообще столько всего. И вот у меня все висит, вы понимаете, в этот момент вот все висит. Если апогей, это завтра, я же купил уже 3 айфона в предпродаже. Если они мне завтра придут, я приду и мне скажут, друг, айфонов нет, вот это вот все, последний гвоздь в мою крышку сознания, потому что я вот этот месяц, ну, у меня месяц разочарований. Можно новый построить, да, на 60 миллиардов, 2, даже 3. Рутюб 30 миллиардов стоил. Вот я читал где-то, что они 30 миллиардов на развитие. Рутюб стоил 30 миллиардов. Можно 2 Рутюба построить. Один, ну, как бы, кабеля к интернету отпилить и построить свой Рутюб 2 раза еще. Хотя этот не особо хорошо получился. Ну ладно, если их зато будет 3, может будет лучше. Это если что, сарказм. Сори, да. Содовая. Я всю жизнь думал, что такое содовая. Я вам клянусь, что я до 35 лет не понимал, что такое содовая. Посоветуй смарт до $500. Больше упор на камеру. BBK. Ну, тогда у тебя Realme GT 6 глобальной версии. Нормальная там камера. За такие деньги. OnePlus 12 у тебя не хватает. Там надо $600. Но, опять же, по камере я, может быть, даже GT6 китайский, ой, глобальный бы взял за 36. Да там вообще все дорого. Все прям по затратам на уровне YouTube. По выхлопу не особо на том же уровне. Я разницы не чувствую по вкусу, я вам слово даю. Да, только от цифр такой осатаневаешь, такой 60, 30, 60. Да ладно, так можно было. Вот. Меня просто умиляет, мне написывают люди, которые не имеют никакого отношения технически к YouTube, но они знают, что я им занимаюсь. И они говорят, закрывай YouTube, иди на ВК. При том, что ВК мне предлагала и просмотры, опять же, вот эти фейковые. И приходили они ко мне много раз. Недавно, кстати, тоже. Даже вроде во время блокировки, типа, пошел ты лесом. И вот мне тоже блогеры говорят, ко мне не приходили. Как ко мне приходят уже чертову тучу раз, к вам не приходили. Но прикол не в этом, прикол в том, что и про монетизацию, она у меня была, мне ее отключали. Это была на ВК, это не донаты были, у меня вообще донатов с ВК не было. У меня была именно верифицированная группа, были какие-то деньги за монетизацию, там копейки. Потом я видео закрыл, мне группу сняли верификацию. Но у меня там был конфликт простой был с платформой. Вот смотрите, есть платформа, просят меня туда дублировать даже. Вот я бесплатно перехожу, дублирую все ролики. Я говорю, сделайте мне верифицированную страницу. Они мне говорят, нет. То есть они мне верифицируют сообщество, что я реальный, но не верифицируют меня, что я реальный. Это что за скотство? Ну, то есть, это не просто колхоз. Это колхоз алкоголичек и алкоголиков, которые еще при этом такие, вообще плевать. То
То есть они потеряли меня как блогера просто тупо, потому что им лень было мне дать галку, что я блогер. То есть им не лень было дать мне галку на сообщество, что я блогер, но им было лень дать мне, лень по-другому никак, галку в моей странице, что я блогер. Вот так. Вот так они и работают, колхозные панки. Ну, те, кто со мной общались, все остальные волшебно работают. Это мое оценочное суждение. Это великолепные платформы, на которых просто волшебно находиться, которые дают очень много людям. Потому что блогерам они ничего не дают, у них нет рекомендаций в принципе. Ну, то есть, если ты туда зашел, ты должен прийти с очень большим количеством десятков миллионов, чтобы твои ролики смотрели, чтобы ты потратился на рекламу. Вот. Или приводить своих подписчиков. Я, Макс Демин, не знаю, каким образом они там, курс Али прыгает, еще что-то. Александр Гарифанов. Мне даже слабо его купить. Infinix. Вы не туда пришли. Я Infinix обожаю. Я делаю на них рекламу. Платную, только рекламу. Потому что в своем уме я, ну, то есть купить, чтобы выбросить, у меня его потом никто не купит, этот Infinix. И для чего жарить? Чтобы они ко мне рекламу не пришли покупать потом? Не-не. Infinix Tecno это единственная, One Love, единственная моя любовь в YouTube. Больше у меня рекламу никто не покупает. Валенс Рута, ну нет, если вы его представитель, друзья, я же вам написал, все в силе. Все, продолжаем делать рекламу. Никаких прожарок, не беспокойтесь, никаких реальных, там, не знаю, обзоров одним кадром. Ни в коем случае я не буду это дело покупать. Подловить хотели? Нет. Мои любимые бренды. Не трогать Infinix. Руки прочь от Infinix. Так же, как руки прочь от его покупки. Ну, вы поняли. Хотя никак не понять. Ратик, а зачем? Подождите X8. Тошик One. Не-не-не, они уже сняли галку. Я же закрыл потом ВК для видео. Я оставил... Для чего мне надо ВК? У меня там за много лет отзывы победителей, кто получил бенды и кто сейчас получает смарты. Где деньги, да. А где вы заказываете телефоны по скидке? Называется этот сайт AliExpress. Есть у моего YouTube-канала телеграм-канал скидок. Там 113 тысяч человек. Можете подписаться. Или сколько там? Я там 2000 человек забанил. 112 тысяч. Виталий, в Китае его не отключили. DPI работает в Китае. И через сотовый работает YouTube. И вы чуть-чуть наверное, я не знаю, скажем так, наш технологический уровень развития немного отличается от китайского. Вы, конечно, можете предположить, что мы на 3 головы выше, как, разумеется, пиарят ТСПУ тоже для того, чтобы выделили 60 миллиардов. Но почему мы на 3 головы выше, я не знаю. Я, наверное, должен довериться, как и вы, этой оценке. И не знаю, чего-то не будет работать, что-то будет работать. Понимаете, правильно мне в комментах написали, когда я эту тему форсил, я очень часто кружочки по поводу этого в моей личной телеге удаляю, что зато прикиньте, какая тема теперь есть. А ты YouTube смотрел, а у тебя получилось зайти. И так реально сотни тысяч человек каждый день. То есть отвлечение от внимания от насущных проблем, особенно от ценников, уровня 100. Зашел в YouTube, и вот тебе радость уже. Раньше это было обыденностью, а сейчас, вау, YouTube работает. Вы ощущаете? Ну, хорошо же. Создать потребность, и человек удовлетворяет эту потребность. До этого это не было потребностью, это было обыденностью, как воздух. А теперь это вау, у тебя получилось. Можно на это и 60 миллиардов потратить, чтобы продолжить. Легко.
Так, какая оболочка, на ваш взгляд, первого эшелона самая стабильная? Кислород. В плане стабильная, то есть меньше глюков, кислород, даже меньше, чем на iOS. Вот у меня iOS. Глючит только в шум. И зависает, и чего только с ним не происходит. И перегревается смарт. Единственное, я не понял, я смотрел у Вилса обзор. Он такой, я им пользовался. У меня, получается, вот это яблоко, оно не... Ну, как бы, я им не особо-то и пользуюсь. Он показал свое яблоко. И у него оказалось аккумулятор 92%. Мне кажется, что он менял смарт. Что вот мое состояние аккумулятора. 89. Притом самое интересное, он мне показывал 88. То есть прикол в том, что он у меня показывал 88%. Может, потому что я снимаю очень много на него? Среди бронетелефонов, несмотря на то, что они третий эшелон, какой бренд IFA? IFA 150. Вообще нормальные иногда у них получаются модели. Прям нормальные. Ну, Николай, одно дело бороться с дорогами. С дорогами борется по бюджету, я уверен. По бюджету вот 100%. Там победа над победой. И победой погоняет. Не, Ратик, в этом-то и смысл, что у тебя борьба идет за что-то такое обыденное. И уже счастлив. Я говорю, как мало для счастья надо. Просто, ей, у меня YouTube работает. И все. И ты уже не думаешь о том, что ты в YouTube можешь найти. Главное, чтобы он работал, чтобы ты там какой-нибудь на стриме мог посидеть с кем-то пообщаться, ролик отработал. Там посмотрел, как гайку эту открутить или там, не знаю, как плитку эту положить. Я говорю, для меня это прямо обыденность была, и я и пользуюсь им. Я много для чего вот смотрю YouTube. Именно житейского. Моторолы, ну, наверное, видите, я купил. А, кстати, может посмотреть, там кто-нибудь купил их еще или нет. Или только я их покупал. 63 продано. Даже 11 отзывов. На секундочку. Я не думаю, что одни блогеры купили. Но опять же, я купил его, получается, за 23 штуки, а кто-то купил его за 17. За 17 вообще жир. Скоро смартфоны превратятся в звонилки без интернета. Виталий, ну ты совсем негативничаешь. Еще раз, полное отключение интернета подразумевает остановку экономики в этом смысле. Сколько дает денег интернет-торговля в России? Сколько процентов занимает ВВП? Хотя, с другой стороны, может, она и правда не особо, никто и не парится. Ритейл так обрадует. Хотя ритейл обрадуется, а как ты будешь продавать смартфоны, если интернета не будет? Так, это второй прогон, да? Третий пошел. Что будет круто. Опять понадобится много продавцов, много площадей, меньше складов. Больше 30% интернет-торговля. Но с другой стороны, а что надо будет продавать, если у тебя не будет интернета? Телеки уже можно будет не менять, потому что, в принципе, федеральное телевидение 1080p. А сотовые, правильно, тоже будут не нужны. Зачем их обновлять? Если их тем более не обновить будет. То есть андроиды не обновляются, iOS не обновляется, можно старые покупать. Вообще, те, кто в Турции был, обратите, или летаете в Турцию, обратите внимание, с какими смартами они ходят. Ратик, Xiaomi не покупают рекламу. Откуда вы взяли, что Xiaomi покупают рекламные обзоры? Посмотрите хоть один мой обзор. 14T и 14T Pro у меня на руках. После прессы будет прожарка их. Обзоры будут только в октябре. Потому что в конце сентября я улетаю. Пока прилечу, вот тогда и будут. Я их уже прогнал оба.
Найдите 10 отличий между обзорами на Realme при старте продаж циркулярами и обзорами на Xiaomi, даже у всех блогеров. И вы увидите, где продажное, а где нет. Какие бренды требуют. Лучший телевик на рынке, без него вы портреты не сможете снимать. А что хейтят? Обычно хейтят кого? Xiaomi. Им все равно. Почему? Ну, это тоже, опять же, плюс им маркетологам. Они понимают, что любое упоминание это лучше без облизывания, чем облизывание какой-то бредятины вообще. Опять же, это мой взгляд. Возможно, я не прав. От Xiaomi ни разу не видел ТЗ. Ратик, еще раз повторяюсь. Если вы увидите у кого-то 14T и 14T Pro, 14T и 14T Pro, то считайте, что мне его заслали. Я их купил. Я конкретно их купил. Почему мне продали их? Потому что я блогер. Но засылать мне ничего не засылали. Токсики. У чувака получается иногда что-то намутить. Нор 4 купил, не могу забрать. Xiaomi купил, блин, рассказывал 500 тысяч раз, у кого купил, как купил. И приходит тут. В топку иди, мужчина. Там и рассказывай. Что лучше. Нор 4 мне не пришел еще, Ливан. Что же у меня еще так же было? По-моему, F6 Pro. F6 Pro я у Бангкокского. Ну, это не от Бангкокского. А F6 Pro у Бангкокского типа серовозного магазина. Ну, вот он получил от Xiaomi. И, кстати, он бы мог мне его не продавать. Это попросили, и он продал. Кореш, по-моему, вы уже 50-й раз спрашиваете, и поэтому вы тоже уходите в бан. Вот я говорю, мне проще, чтобы никто не писал сообщение, чем повторял сообщение по 500 раз, тем более я ответил уже. Еще раз, я не советую этот смартфон. Как можно советовать смартфон с 5 сотнями тысяч баллов в Antutu? Валенс, да эти подколщики, они как бы мне не впились. Почему? Извините за мой французский, у меня есть моя личная телега. Мои подписчики знают, как все происходит. У меня 3-й канал для чего? Чтобы у меня не было вот таких вот существ. Это те чуваки, которые видят, сколько у меня сейчас монетизации на YouTube, идут и бьются головой об стену. Все хорошо у меня, Ратик. Без Xiaomi, без Realme, без OnePlus. В какой-то пике намутил. Притом Realme так не намутить. OnePlus так не намутить. То есть так намутить можно Xiaomi только. Опять же, по-любому через их, ну не по-любому, через их разрешение косвенное. Почему? Я уже рассказывал много раз, что существуют блогеры более весомые, чем я, которые не хотят, чтобы у меня были эти железки, тем более вместе с ними одновременно, потому что это дискредитирует их, особенно вот такие прожарки или обзор одним кадром. И у них условия, чтобы мне не давали, что для Realme, что для OnePlus. Что-то там получается намутить, что-то нет. Xiaomi всегда идут вот таким вот путем. В принципе, это и не они мне дали, поэтому с них взятки гладкие. Это если вдруг блогеры меня смотрят. Валенс ходит на баскет, учится человек. Все нормально у Нила, спасибо. Скоро в октябре увидимся в этом. Куда же мы летим-то? В Словакию. Словакию, по-моему. Я сейчас вам скажу, куда я лечу. Я не помню, куда я лечу в октябре. Притом билеты у меня уже есть. Белград. Нет, не Белград. На Б.
Белград просто в новостях. Сочувствую. На Б. Ладно, потом. Которые наши друзья. А, Белград. В Сербию. Вот. Лечу в Сербию. Макс, ну кого-то бомбит. Кого-то бомбит. Кто-то не смотрит просто обзора. Просто не смотрит обзора. Я говорю, я очень комплексую по поводу того, что где-то я кого-то не дохейтил. Вы мне пишите нормально, что ты вот здесь сгладил углы, ты слишком добр был вот к этой теме, вот этой. Допустим, я к ЦМФ был добр. Но ЦМФ вообще никому, по-моему, не рассылал телефона. Вообще. К Pixel 8a я добр, хотя это глючное нечто. Но они тоже никому из русских блогеров ничего не посылали. S24 Ultra я стал добр только после того, как они стали 80 копейками стоят. Посмотрите обзор на него. Я говорю, самый сюр, это, короче, я сижу на стриме, фактически, человек приходит, я там советую какой-то смарт. И он такой, ты его слишком расхваливаешь. Я вспоминаю, сколько у меня, ну, я же смотрю комментарии, читаю. Посмотрите мой обзор S24 Ultra. Сколько там хейта. Первый именно, не второй. От людей, которые его купил. Потому что когда он стоил там 130-140 кусков, это, конечно, был шлакоблок. А сейчас за 80 копейками это супер-мега крутая тема. Involve. Почему другой смысл? Какой смысл? Смысл блокирования или чего? А какой до этого был смысл? Рамзес, привет. Ну, смысл у нас пообщаться. Более весомые блогеры. Ну, на вкус и цвет все фломастеры разные. Кому-то сидеть в МТСе, там, или в Мегафоне, или в Эльдорадо. Если думаете, что мне они не писали, вы сильно ошибаетесь. Ну, как бы, я бы не согласился, наверное, ни при каких обстоятельствах, потому что, ну, конкретно в моем типе контента, мне кажется, что, ну, никаких обстоятельств. Наверное, какие-то обстоятельства, если бы были, там, раком кто-то болен, и у меня нет денег на лечение. Я, кстати, недавно рассказывал вам про аппендицит. 161 тысячу бат обошлась операция на аппендицит моему близкому знакомому. Оплачивал ее я. Это было неделю назад. 466 тысяч рублей. Чек, если хотите, я в телегу свою личную скину. Да, в России та же самая операция в самой крутой клинике была бы 150. Ну, можете написать, может, где-то еще аппендицит удаляют еще дешевле. Но вот такие цены. Геворг, да. Ну, магазину надо оплачивать что? Надо делать бизнес. Ты оплачиваешь аренду, оплачиваешь электричество продавца, комиссию продавцу, налоги. Помимо налогов ты оплачиваешь, в принципе, акционерам что-то надо. Ну и там в итоге у тебя получается, что очень много надо кому чего заплатить. Ливан, как я вам могу сказать, GT6 китайский или глобальный? У меня не было еще китайского на обзоре. Может быть, у меня прилетит 26-го. У меня постоянно сроки меняются. У меня уже 4 смартфона не ушло так, 4 так, 2 так, тут 3 так. Столько смартов у меня где-то в пути. Не надо про взятки. Я верю в неподкупность всех органов власти. Везде. Про это мы не рассуждаем. Involve. Я знаю, что у Honor подобное что-то произошло в Москве. Вот все, что я знаю. Motorola и Honor. Ты имеешь в виду по поводу Motorola? Жестко. Жестко. Вот, а где контроль качества, да? То есть они договорились, получается, прям с заводами. Это, конечно, жесть. Альбина, привет. Данил, привет. Сам себя за все, как это называется, осуждаю. Ничего не понимаю, о чем вы говорите, но все трагедии это плохо. Особенно, не без особенно. Любые жертвы, любые травмы.
И понятие невинных, есть суд, есть следствие, вот тогда суд определяет вину. Во всех остальных случаях это определенного рода незаконные акты, назовем их так. Где-то их называют терроризмом, где-то их называют просто убийствами, где-то называют, по-разному называют. Но то, что делают некоторые страны за своими пределами незаконного, это плохо. Так, 87%, то есть за 3 прогона мы получили 13% заряда минусом и нулевой сброс по люксам, так же, как и нулевой сброс по антуту баллам, потому что сбрасывать здесь нечему просто. Пейджа, да, лучше вообще никаких тем не поднимать. Да вообще темы такие лучше не поднимать. Может быть, Qualcomm купит Intel, будет интересно. Хорошо, что не подтвердился ваш аппендицит. Я этому несказанно рад. Так, повторяюсь, что люто жарить я его не собираюсь. Я собираюсь его чуть-чуть погонять. Слегка, как говорится. Игровые режимы. PUBG New State загрузится или нет? Смотрим. Да, будьте внимательны, пожалуйста, к своему здоровью, потому что моя история была очень долгой. Я человека отвез, мне сказали, с ним все в порядке первый раз. Притом по всем признакам он там по этой шкале из 10 баллов набирал 6, по моей, если я считал. Просто когда я увез, добавилась еще 7-я температура. И я привез обратно, сказал, делайте КТ, сделали КТ и уже аппендицит нашли. Вот, и я потом начитался, что там могло еще быть. Я видел, когда аппендицит взрывается, во-первых, потому что меня самого несколько раз госпитализировали с подозрением. Вот. Чаще всего это касается мужиков. Мужики, если вам плохо, идите к врачу, потому что мы обычно терпим все. У меня отца аппендицит, когда вырезали, он терпел до последнего. Зато после того, как у меня отцу вырезали аппендицит, он бросил курить. А до этого курить не мог бросить. Вот. Температура норм. Без претензий. Так. Тач все. Тач ушел в себя. Что значит код авторизации? Чего? Не хочу я ниоткуда выходить. Он просто отрубил тач. Температура в норме, только тач не работает. Так. Загрузка всего была. Все загружено. Тач работает через 3. Через 3 раза, даже не через раз. Так. Графика. 90 FPS можно выставить, не шутя. Ну и все. Это, кстати, круто. 5 секунд. Хочу кое-что попробовать здесь. Так. No memory card. Да и ладно. Не знаю, чего там получилось. Что-то, может быть, получилось. Он уже глючит. Он прям нехило глючит. Ладно, ну какая разница, в этом-то и смысл прожарки. Повторяюсь, 400 тысяч баллов в Антуту это вообще не про съемку. То есть не про съемку, там со съемкой просто какой-то трэш. Я так мало примеров видео никогда не снимал. Но однозначно это не про игры, смартфон, вообще никак. И ни с кем, и ни с чем.
Так в этом-то и прелесть. Ты покупаешь ребенку этот смартфон, и он не может играть. Так, ну он уже сразу нам показывает, что 37, 78, 74. Сейчас отключим весь звук. Как же я не люблю вот эти вот затупы. Ну, тач работает. Стерео такое прям более похожее на моно. У меня тоже смарт набирает 400 тысяч баллов. Ну, отлично. Значит, ты знаешь, что это такое. Ну, пока работает, видите. И тач работает, и все остальное. Так, пока я вот выделывался, 86%. И надо секундомер поставить. Так а чем вам размеры Сергеева привлекают внимание? Как понять в остальном? В остальном вы увидите полностью в обзоре. В плане нормальный. Способен ли он звонить? Да. Симку вытащил, чтобы мне никто не звонил в это время. Экран, ну норм, подбородка нет. У фронталки, видите, дырочка. Просто ПО подглючивает, тач подглючивает, и при тех же условиях у тебя просто бешеное количество смартфонов, которые ты можешь купить вместо него, к слову. В 18-м 300 тысяч попугаев это было нечто, да. Но опять же, методики меняются, чтобы больше показывал попугаев тот или иной девайс, правильно? Да, рядом с ним Poco X6 Pro какой-нибудь покажется просто бомбой, пушкой, гонкой. Опа. Ёшки. Куда он ушел? Ничего не вижу. Опа. Куда он убежал? Где? Вот он, бот. На 50 FPS, но все равно главное работает. Кое-как, но работает. Очень даже ничего. Я думаю, 20 минут, если отыграет, то все уже норм. Однозначно, да, его не для игр покупать, это прям миллиард процентов. Так. Там где-то типы. Но я играю в 3 технически. То
Я иногда играю в 4, иногда в 3. Не вижу смысла в 4 играть. Мне как бы удобнее в 3. Но иногда в 4. Редко-редко. Ну, все уже фризит люто. 20 FPS, 40 FPS. Опа. Все. Жесткие фризы. Ох ты, ёшки. Но это невозможно играть так. Короче, 4 минуты играешь и все. И все. Они бойкотируют. Кстати, да, Universal и Opossum как-то все. Все. Бросили меня все. Сказали, будем теперь на ВК. Иди ты в топку со своим ютубом. 30 FPS. Да, он устал сразу. Все ожидать. Ну вот сейчас мне попытаются отправить 26... Завтра будет 3 айфона и потом GT6 китайский. Я их 2 купил. 2, и ни один из них не может до меня долететь. 2 Realme 13 Pro, 13 Pro Plus и один Nord 4. Я обязательно подберу какую-нибудь другую игру под такие агрегаты, но пока вот 10 минут дайте хотя бы 15 поиграю. В то, во что я играю, Борис. Не, ну 6 это прям... Опять же, у тебя должна быть реакция отработана на 6. То есть я не вижу смысла... Ну это уже прям профа. У меня же не игровой контент. Да и даже если был игровой. То есть есть у кого-то способности, есть возможности. Я вон 4 дня стримил, помните? Мне потом плохо было уже. Я не знаю, как народ стримит игры каждый день по 8 часов. Но мне снилась всякая такая лютая дичь после Диабло, что моя психика не выдерживает больше 5 часов каждый день стримов. Опять же, ко всему привыкаешь. Но пока необходимости привыкать нету. Та чуть-чуть залип, но не сильно. Нет, больше ничего брать не буду. Не буду. Вместо АК. Ну, я Диабло еще поиграю 15 минут. То есть я в PUBG сейчас поиграю и потом Диабло. Ну, говорю, в момент заруба в эту игру было бесполезно. Вот как раз вероятность выжить в зарубе 0. То есть, если никого не встречать на карте, то да, может быть, можно как-то проявить себя. Если на карте кого-то встречать, то вероятность проявить себя очень низкая. Я, кстати, сегодня досмотрел, я раз 6 начинал смотреть фильм «Люси» Люка Бессона. Мне понравился. Так что, если вам хочется отвлечься от чего-то, и вы старше 18 лет, то, опять же, позиции актеров. Я сейчас говорю, вот сейчас уже такая жизненная дичь пошла. Позиция актеров в этом фильме я не поддерживаю вне кинематографа. Но в кинематографе они играют очень даже ничего. В своей профессии я не назову их плохими. Я не знаю, их начали продавать. Если начали продавать, будут. Если продавать не начали, не будут. Не, говорю, 15 минут отыграть здесь, на этой карте. И все. Рад, что вы дошли до стрима. Спасибо вам. Телефон не для игр вообще.
Вообще не для игр и не про игры. Сейчас мы попробуем чуть-чуть поиграть. Слегка. Но что-то тянет. Ну, говорю, точно в PUBG играть не стоит. Ну, надо было бы минику оставить. Ну, ладно. О, лучше СКС. Для ламера лучше СКС. Тебе, наверное, уже не такой печальный игрок. Надо к четверке бежать. Да, МСКС, я считаю, что Nothing CMF, не Nothing Phone, а CMF 1. Ну почему, если в магазине, может быть, она в рассрочку брала, может быть, не хочет разбираться. Infinix не совсем плохие смартфоны, особенно посмотря по какому ценнику ты будешь их приобретать.
Ноунейм труки прошли. Когда Пока? Какой Пока? Мы вроде бы все Поку уже обозревали. Ничего себе, уже здесь. Опа. Прям как-то старающийся попасть. Тормоза, но не лютейшая. Ну, в целом, 15 минут. Было 87, стало 82, 5% в час. Играть невозможно. И, наверное, 5%, 20% в час смартфон однозначно не для игр. Может быть, какие-нибудь легкие игры на минималках играть можно, но это максимум. Если говорить о каких-то бандлах, опять же, в том же Антуту, 476 тысяч говорят о том, что использовать его как смартфон для игр не стоит. Пока хорошие трубки, но заморочки с рекламой и приближение бесят. Ну, у них много минусов. Еще какие-то особенности об этой трубе я расскажу в ролике. В целом, работает. По экрану особых претензий нет. По перегревам здесь нечему греться. Ну, он нагрелся. Но, во всяком случае, вы играть в него не будете. 50 и 36. Я бы советовал не играть. Он не про камеру, он не про игры. И с кайфом даже в какую-то минималку вряд ли у вас удастся в него порубиться. Вот. Это если в общем. Когда Пока. Завтра будут яблоки. Завтра будут яблоки, скорее всего, все 3 штуки. Вот. И все. Датчик приближения, да, у Пока бесит конкретно. Спасибо всем, кто пришел. Особо смысла, повторяюсь, эту трубу гонять не вижу вообще никакого. Если говорить о примерах фото, можете уже посмотреть в моей личной телеге их чуть-чуть. По видео все печально, и советовать я могу только, если вы хотите что-то снимать на фото и видео, его не рассматривать. В играх не рассматривать, а за 17 тысяч, тем более за 20, есть просто бешеное количество устройств, которые будут круче во всем. За что брать Моторолу, я не знаю. Pixel 9 потеряла сингапурская таможня, так же, как и OnePlus Pad 2. Я говорю, у меня какая-то просто вот череда плохого. Вот. Череда потерь. Девайсу от меня нет. Я не понимаю, зачем его покупать. Вообще. Вроде сделан, но для кого и для чего и почему, я не знаю. Огромное спасибо всем, кто пришли. Завтра стрим. Наверное, это вот как прожарка перед основным стримом на яблоке. Добра и удачи вам, дорогие друзья.